Я шел по этой улице, за плечами у меня был автомат. Впереди меня шел лейтенант, и из соседних домов кто-то кинул петарду нам под ноги. Петарда взорвалась, я вздрогнул, оглянулся, но лейтенант не отреагировал, он шел дальше. И я понял, что так и надо. Я был здесь, в Германии, тогда еще первые дни, свои первые дни, я не понимал, что происходит. Меня взяли в патруль для того, чтобы дежурить и смотреть, не убежали ли такие же солдаты, как я, из-за этого забора военной части. Это город Бург, и в 1988 году я здесь уже был в качестве советского солдата и патрулировал эти улицы. Потом мы прошли дальше до того перекрестка, и какой-то пожилой мужчина на велосипеде крикнул: «Русиш Шваль, убирайся домой!» Это Восточная Германия, бывшая ГДР, и здесь находилась военная часть, в которой я служил. И теперь, через 35 лет, я приехал сюда, приехал в город Бург для того, чтобы разыскать это место, в котором я служил всего лишь 2 месяца. Здесь была учебка, здесь нас гоняли, тренировали, делали из нас солдат. Это был очень сложный период в моей жизни, потому что я не досыпал, я не доедал, было очень много физического напряжения. Оторвали, конечно, от обычной жизни, но любой, кто служил в армии, понимает. Поэтому для меня это, с одной стороны, стрессовое место, а с другой стороны, я уже все это давно оставил в прошлом. Я знаю мир болен, все люди враждуют, все люди боятся других. Я был в этой роли, мы волки, мы нюхаем, чуем чужих. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Я знаю мир болен. Друзья, сейчас мы находимся в городе, который называется просто Бург, крепость. Он находится в 20 минутах езды от Магдебурга. И здесь мы поняли, что если вы хотите понять, что такое Восточная Германия, то вы должны сюда приехать, поселиться в тот отель, в котором поселились мы, и хозяин отеля вам все расскажет. И пообщаться с хозяином отеля. Это было нечто. Сейчас произошло просто взрыв мозга какой-то. Мы сняли отель через Booking, а это оказался частный пансион. То есть частный дом, в котором комнаты, оборудованные под номера, человек сдает приезжим, всяким иностранцам, ну кому угодно, через Booking. И вот мы приехали, заселились, познакомились, и дальше нам дернулось меня за язык спросить у него, где здесь старые советские казармы. И понеслась. Оказалось, у хозяина отеля есть целый музей в гараже, музей всяких вещей со Второй мировой войны, с Первой мировой войны, каски, автоматы, подзорные трубы. Машина, на которой он ездил, по-моему, даже его дедушка ездил еще в те времена. Древняя вообще да. такая машина красивая. Жаль, он нам не разрешил там снимать, сказал, лучше не надо. Мы не захотели с ним спорить. Да. Он свой музей, наверное, не афиширует, но это очень интересно. Там у него места мало, там висят старинные карты, короче. Это, есть одна фотография, нам он разрешил сделать одну фотографию, сейчас Виталик покажет. О, да, он мне разрешил примерить каску Второй мировой войны, и мы сфоткались с ней. В общем, это все, что мы смогли сфоткать, но, друзья, мы от него узнали столько много, хотя мы не все понимали, что он говорит, но мы поняли, что здесь, в Восточной Германии, западных немцев не очень любят, и он говорит... Вообще шайзе говорит, Штутгарт шайзе. То есть это, шайзе это... Это ругательство. И говорит, мы ему сказали, мы смотрим, изучаем возможность переехать в эту часть страны. Он говорит, да, приезжайте сюда, здесь полно работы, у нас здесь фабрика, польская фабрика какая-то. Да, есть много свободных мест. Здесь есть огромная музыкальная школа, то есть для меня уже есть работа. Да, я говорю, мне же надо выучить язык. Он говорит, ничего страшного, ты будешь общаться с моим сыном, а с моим сыном вообще никаких проблем. Ты просто садишься с ним, пьешь водку с пивом. И вообще никаких проблем в языке нету. Короче, мы не сказали, он нам
все это время в гараже у себя подливал пивка своего какого-то вкусного, очень вкусное и хмельное. И сказал: в 6 часов вечера звоните мне, приходите, будем с вами пробовать водку с пивом. Так что, Мне друзья, почему-то становится страшно. Со страхом жду вечера. мы не Что могли это? отказать, но нам действительно страшно, потому что мы можем сегодня в усмерть напиться и потом не доехать Он домой. нам показал водку, в которой 70 градусов, друзья. Я не знаю, если мы сейчас в 6 часов вечера выпьем эту водку, то я не знаю, выйдет ли вообще выпуск когда-нибудь. Если вы смотрите этот выпуск, значит, мы выжили. Даже если ты самый добрый, никому не желаешь зла, собирай походную торбу, у страны на тебя свой план. Можешь даже быть пацифистом, верить в Библию и в Коран. Твоя родина очень быстро для тебя подберет врага. Ты еще не успел родиться, а уже задолжал стране. Вчера должен был коммунистом, а сегодня миллиардером. И не стоит об этом спорить, сомневаться или же верить. За любым поворотом истории ты найдешь руины империи. Мы с тобой танцуем на руинах империи. Мы с тобой танцуем на руинах империи. Я не ожидал этого, но я нашел то место, которое я искал. Это место связано с моей личной историей. В 1988 году меня забрали в советскую армию, посадили в самолет Ту-134 и привезли в Германию. Там на распределительном пункте нас выбирали командиры частей, и меня забрали, привезли в Кунге, то есть в такой машине военной, вот в эту часть, за этим красным забором. Сейчас, видите, этот забор полуразрушен, там дальше его вообще нету. Раньше здесь были ворота, это был не парадный, это был технический въезд в эту часть. И дальше располагались казармы, в которых жили солдаты. И меня поселили вон в том доме, видите, прямо дом, казарма, плац. Сейчас я подойду, покажу. Для меня, конечно, это волнительный момент. Через 35 лет побывать в том месте, которое, в принципе, для меня было тюрьмой. Не знаю, можете ли вы понять это чувство, когда ты вырван из своей родной среды, когда ты был просто музыкантом, пацифистом, жил чем-то мирным, счастливым, и вдруг тебя забирают в армию. По этим улицам я маршировал тут с барабаном, меня заставляли петь всякие речевки. Я, честно говоря, даже сейчас не помню этих песен, которые меня заставляли петь. Их надо было выкрикивать. И вот здесь люди вот таким вот маршем, вот так вот ходили здесь. Здесь была учебка. Вот в этом здании как раз нас тренировали, строили здесь на плацу. Я мало что помню, потому что я здесь пробыл 2 месяца всего лишь, именно в этом месте. Но здание отложилось, конечно, здесь не было пластиковых окон, были деревянные, трехэтажные здания. Мы располагались в кубриках на 2-м этаже, у нас была рота, ремонтная рота по ремонту какой-то военной техники. Я этим не занимался, просто числился как аккумуляторщик, а впоследствии как писарь. Здесь где-то была санчасть, вот в этом здании. И вот здесь все проходили вот эти вот построения. Кстати, наверняка эта брусчатка до сих пор лежит. 35 лет назад так и осталось. Но теперь тут живут люди, простые немецкие люди, это жилые дома. Вот вход в нашу казарму. Я просто даже не ожидал, что я смогу это найти, потому что когда я гуглил, этого всего, информации не было. И кто нам рассказал, куда идти. А знаете кто? Хозяин отеля, в котором мы остановились. Оказывается, он жил все это время здесь, в городе Бург, по ту сторону забора. Вот здесь проходил забор, там ближе к улице, к тем домам белым.
Там был этот каменный забор, здесь мы все были внутри забора, и нас не выпускали на улицу. Ну, выпускали только патрули, которые ходили и проверяли, чтобы кто-нибудь из солдат не вылез, потому что за этот забор можно было вылезти и пойти в самоволку. И хозяин отеля рассказал, как они кидали камнями в русских. Да, в русских солдат сюда. Он сказал, что где-то здесь была дискотека рядом, и когда они вечером веселились, чуть-чуть подвыпившие, они хотели пошутить и бросали сюда внутрь этих казарм, короче, камни. А русские солдаты, ну, советские солдаты кипишевали, свистели, кричали, поднимали тревогу, и это было для них весело, они так веселились. А дальше мы вас будем знакомить с этим городом Бург, потому что он показательный. Здесь на данный момент живет около 22 тысяч людей, и этот городок сравним с тем городком, в котором живем мы в Баден-Вюртемберге, в городе Гайслинген-ан-дер-Штайге. То есть мы вам уже показали Магдебург, который большой, в нем 280 тысяч человек живет. Мы вам показали деревню, в которой вообще 3 двора. И теперь мы вам показываем такой средний городок. Как Гайслинген. Как Гайслинген, да, в котором, как утверждает хозяин нашей гостиницы, жить прекрасно. Здесь есть и работа, здесь есть и весь сервис, и супермаркеты, вся инфраструктура. И тем не менее, это не такой вот кипишной город, как, например, большая столица какая-нибудь или еще что-нибудь. И здесь нет иностранцев, как он сказал, здесь не столько. Он акцент сделал на том, что нету мусульман. Ауслендеров из стран Ближнего Востока здесь очень мало по сравнению с Западной Германией, с Южной Германией, где мы находимся. Он говорит, они все поехали туда. Очень прикольный такой парень. Ровесник, наверное, категоричный мой. Такой. Да, и мы с ним решили, что, скорее всего, когда я был здесь, он бросал сюда камни за забор. Вот здесь, друзья, вот здесь стоял забор. Я говорю, вы, наверное, в одно и то же время жили. Он говорит, возможно. И вы кидали камни в Виталика. Он говорит, возможно, и ржет. И ржет, да. На самом деле нас очень редко выпускали из воинской части, и единственная возможность была побывать в городе, это проехать на машине по каким-то армейским делам, либо же пойти в патруль, вот так вот. Но в патруле я был всего 2 раза, и на машине меня брали тоже несколько раз куда-то что-то разгружать в какие-то другие воинские части, и потом привозили на машине же обратно. Обычно это на грузовой машине под тентом. И все, что я мог видеть про немецкий город, это вот из-за забора я выглядывал и видел дома. На самом деле здесь было труднее служить, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе давали увольнение. Советский солдат мог пойти в город, в тот, где служил сам, пойти там, я не знаю, на 1 день погулять, сходить в кафе, что-нибудь еще. Здесь нет, здесь не было никаких увольнений, потому что опасались того, чтобы советский солдат в ГДР не убежал и не остался здесь за границей. Кстати, были такие перебежчики, которые убегали и перебегали потом в ФРГ. ФРГ им давали политическое убежище. Я вам немножко еще покажу, что мне хочется самому посмотреть. Вон там на горизонте видны такие серые панельки. И в этих панельках жили наши офицеры. Это были дома для офицеров. То есть все солдаты... городок был, да? Да. Такой? Все солдаты жили здесь, как бы казармы были здесь, а вот офицеры жили за территорией. И еще были такие солдаты, которые назывались вольно-наемные. Это не солдаты, это бывшие солдаты. Это были служащие, которые уже отслужили срочную службу и решили остаться здесь как простые работники. Они работали здесь и жили за территорией части. Ты не захотел остаться, да, после службы? Нет, я очень хотел домой. Ну вот здесь даже вывеска есть, написано «Жилой парк, старые казармы», «Альте казерне» по-немецки. Такие симпатичные домики не узнать просто. Их подновили, им фасады сделали другие, поэтому их сейчас как бы трудно назвать казармами. Эти казармы, они построены немцами, просто советские войска их заняли в свое время.
Но есть дома, которые построили советские строители, они находятся вон там, чуть дальше. И они, сразу видно, что они советские. Очень узнаваемая архитектура, друзья, и вы безошибочно можете сказать, что это строили советские строители. Вот именно в этих домах, рядом со старыми немецкими казармами, жили советские офицеры со своими семьями. Вот эти дома здесь и остались вот так вот. Стоят, серые такие, безликие абсолютно. Это уже немцы к ним приделали лифты, видите? Лифты пристроили снаружи, стеклянные лифты причем. Раньше их не было, и то только к одному дому приделали. Остальные два дома так и стоят, панельки такие. Этот дом утеплили, похоже, да? А те даже не утепляли, вообще такие есть. Ну, короче, вот, друзья, сравнивайте советское строительство и даже старые казармы. Вот они прямо рядом. Здесь шел забор. Сюда уже солдат выйти не мог, сюда к казармам. Разве только по какому-то специальному пропуску. А вот этой территории не было. Это гаражи, я не знаю, когда они появились, это было уже позже. 35 лет все-таки, все поменялось. Du hattest Trabant, du hattest Mauer, du hattest Stasi, kein Power. Du hast gesagt, es war schön. Мы сильно проголодались и смотрим, здесь есть Туркише Ривьера. Это, скорее всего, то, что нам нужно. Дёнер по 4 евро есть у них. Это неплохо. Мы решили кое-что здесь заказать. Вот такие есть дёнеры здесь по 6 евро и шницель по 9 евро. Надеемся, это не слишком большие порции, а то мы обычно заказываем и еле съедаем. Жаль, только нет чая. Он сказал, зимой мы делаем чай, потому что холодно на улице. А когда тепло на улице, мы продаем только холодные напитки. Я так и знал, что будет очень много. Я, конечно, такое не съем, будешь не помогать. А куда вот это девать? Это, кстати, можно с собой забрать. Угу. Обычно за 15 евро мы берем 2 чая и 2 пирожных, да? А здесь прям куча еды. Это супер. Наш отель находится прямо на остановке. Вот здесь. Но мы вам покажем свой номер чуть позже. А сейчас мы вам хотим показать церковь. Смотрите, этой церкви 1000 лет. Она очень старинная, стоит здесь еще с тех пор, когда Бург был окраиной Священной Римской империи. Кстати, слово «бург» обозначает просто крепость. И здесь была крепость, которая защищала границы Священной Римской империи. И с тех пор этот город упоминается и существует. И у него были разные периоды существования. Вот, например, во время 30-летней войны шведские войска его напрочь разрушили и сожгли. То есть практически был стерт, потом отстроен медленно. Потом во времена промышленной революции, когда сюда провели железную дорогу, то этот город вообще начал расцветать. Ну, до этого были периоды расцвета у него. Здесь родился Отто Бисмарк. Бисмарк. В общем, городок уютный, исторический, и во время Второй мировой войны он был разрушен не полностью. Ну и, конечно же, древности тут пооставались. Там есть еще башня, которая называется башня Бисмарка. Бисмарка здесь чтут, потому что он родился в этих местах, и он объединил Германию в свое время. Да, он Выдающаяся личность. объединил все немецкие разрозненные Племена. Племена. Пусть будут племена. О, смотри, перекошенный фахверковый дом. Их здесь осталось мало, потому что, видишь, дважды разрушенный город, старинные дома позгорали.
У нас с Ладой сложилось такое впечатление, конечно, про этот городок, что он уютный, милый, но все-таки провинциальный, да, какой-то такой. Вообще цель нашей поездки нынешней – это варианты жизни дешевого жилья в Германии. Нас интересуют дешевые квартиры. Почем здесь жилье, почем здесь жилье в аренду, почем здесь можно купить жилье. Ну и опять-таки не только почем, а еще и как здесь жить. Вот. И поэтому мы вот ходим и вынюхиваем, как же здесь жить. Итак, наш любимый сайт Klein Anzeigen. Мы забили сюда город Бург в пределах 5 километров. Вон написано плюс 5 километров. И сразу нам показывают по аренде, какие цены. Вот 722 евро за 72 квадратных метра. Это дорого. Трехкомнатная квартира. Дальше дешевле уже. 387 евро за 70 квадратных метров. Трехкомнатная квартира. Это уже более приемлемо. Так, это затесалась у нас продажа какая-то. Вот 610 евро. Давайте дешевле смотреть. 291, а вот есть... Ну, вообще шикарная цена. 219. Давай смотри. Подожди, 219 тысяч. Это затесалась продажа какая-то. И там, видишь, какая квадратура, 250 метров. Да. Вот, 291 евро за 4 комнаты, 70 квадратных метров. Ничего, нормальная Это цена. хорошая цена и огромная квартира. Давайте посмотрим. Ух ты, большая просторная квартира, 4 комнаты, ванна. Ну, ничего нету, ни кухни, просто голые стены. Ну, как обычно в Германии, так и... Не могу листать, не получается. Смотри, сколько комнат. Так, что здесь про нее пишут? 70 квадратных метров, 4 комнаты, шляфцима, то есть 3 спальни, из них 3 спальни, короче. Одна ванная комната, 5-й этаж. И смотрите, тут есть дополнительные платежи, сразу указаны. Небенкостен 98 евро и коммуналки 126 евро. Значит, вместе все будет стоить 515 евро. Такая квартира. То есть это огромная квартира Да. за 500 евро с коммуналками. 4-комнатная квартира за 500 евро всего. Представьте, это а мы платим сейчас за однокомнатную квартиру только 500 евро просто хозяину, это арендная плата. Так, давайте посмотрим еще дешевые квартиры, мы ищем дешевые. Так, значит, дальше 350 евро за 50 метров, это не так дешево. Возможно, 570. еще это район какой-то, может быть, знаешь, чуть дороже, но где-то в центре. Да. Вообще, дальше, видите, пошли по 430 евро, 420, 450, вот еще 294. 60 квадратных метров, 2 комнаты. Тоже неплохая цена, но уже поменьше квартира. Вот, смотрите, что 2 неплохо. комнаты, 3-й этаж. Это мансардный этаж, тут под крышей прямо. И что мы тут еще имеем? Ну, давайте полистаем, посмотрим на комнаты. Опять же, все без мебели. Тут, кстати, указан даже адрес, можно пойти посмотреть. Анхальтнерштрассе 6, город Бург. Можно даже на дом глянуть снаружи. Сейчас посмотрим, если это не очень далеко, то мы можем и посмотреть. Если далеко, конечно, это сложно. В общем, в общей сумме, видите, Вармитте, это все уже вместе с коммуналками, в месяц будет обходиться 488 евро за 2-комнатную квартиру такую. Неплохо, вообще неплохо. Жить, да. Вот есть еще за 45 квадратных метров 295 евро. Вот тоже подешевле получается. Сразу мы видим дом с фасадом. Тут можно хоть увидеть, какой дом. Так, даже можно рассмотреть планировку. Ну и опять же двери, ламинат на полу, пустые комнаты. Санузел. Ванну свою Пустой, ставить. да, пустой вообще санузел. Вообще это же все тоже купить надо. А вот туалет отдельно получается. Ну, 45 метров не такая-то большая уже квартира получается. И если та дешевле, то зачем? Кауцион 750. А, еще тут есть кауцион. А там не было кауцион указан, да? Вообще. Кауцион, напоминаю, это залоговая сумма, которая берется один раз и должна, по идее, возвращаться в конце. Если вы ты ничего не нарушил. не сломал, Ну, как не правило, нарушил, это да. обычно
Где-то Так. что-то придирается. Ну и вармитте, то есть это полная стоимость вместе с коммуналками, 430 евро. Отличные цены здесь. Знаете, этот городок начинает мне все больше и больше нравиться. Отсюда поезд ходит 20 минут до Магдебурга. Магдебург — это столица, Саксония-Анхальт. Вуаля, друзья, мы нашли дешевое жилье в Германии. Сейчас мы посмотрим еще продажу. Продажу жилья, может быть, здесь и купить можно недорого. Ну вот смотрите, мы поискали квартиры на продажу в городе Бург. И цены очень разные. Есть и по 170 тысяч, есть и по 400 тысяч. Но там и квадратура разная. Нас интересует дешевое жилье, поэтому давайте посмотрим, что мы видим из дешевого. Видим квартиру двухкомнатную 50 квадратных метров за 69 500 евро. Так, видим еще из дешевого дальше. За 83 тысячи евро 64 квадратных метра трехкомнатная квартира. За 55 тысяч есть квартира четырехкомнатная, 77 квадратных метров. Но здесь есть еще дешевле. 39 900 евро двухкомнатная квартира. Это самая дешевая, которая есть на этом сайте сейчас. Присмотримся к ней. Это четырехэтажный простой прямой панельный дом. Возможно, был построен во времена ГДР. В квартире 41 метр, 2 комнаты. А построено действительно в 1974 году. По архитектуре видно, что это ГДРовский дом. В описании написано, что это уютная двухкомнатная квартира, расположена на 3-м этаже многоквартирного дома. В 1995 году здание было полностью отремонтировано, включая модернизацию инженерных систем. В 2018 году вообще были обновлены балконы. То есть это такой себе ухоженный дом, обычная квартира за 40 тысяч, двухкомнатная. Хорошая цена, я вам скажу, за реальную квартиру без всяких выпендросов. Я должен вам об этом рассказать. Смотрите, мы ни разу не видели здесь зебры на дороге нарисованы. На каждом перекрестке в городах в Баден-Вюртемберге есть зебра. Там, где нету зебры, там машинам приоритет. Но здесь вообще нету на перекрестках никаких полосок. Они решили не заморачиваться, я не знаю почему. Но зато здесь на светофорах человечек в шляпе в соломенной. Да, это центральная площадь этого города. Я просто, знаешь, пока смотрела, повернулась. И вот такое вот зрелище. Ну этот просто старый, а он тоже без окон стоит. Что-то здесь очень много любителей погонять на мотоциклах. Кстати, мопеды, на которых они гоняют, это ГДРовские, старые. Этот тоже без окон, да, совсем. Возможно, это под снос или... И следующий такой же, посмотри. И следующий сейчас не можем перейти. Опять же, напоминаем, здесь нигде не нарисованы переходы, мы не знаем, как тут переходить. Здесь все перебегают просто. Как-то так надо, да. Кто как может. Магдебург штрассе. Штрассе, да. Ну вот, еще один дом стоит пустой, разрушенный. Смотри, этот вообще вот такой он большой, посмотри. Вот он весь такой, ты видишь? Ну, это в центре города, прямо в центре города. Да. Что здесь не так? Как-то это немножко настораживает, да? Не, ну, я тебе скажу, в Киеве тоже такое есть, да? Вот на Подоле мы встречали подобные дома. Да, и вообще в других районах. Идешь, все хорошо, потом бац, дома разрушенные или полуразрушенные стоят. Ну, просто в соотношении, допустим, с западной, мы сейчас же сравниваем западную Германию, там такого нет. Да, там такого нет, точно. Такого. В Киеве, да. А это наш отель Пенсион 32. Вот так вот он стоит прямо на автобусной остановке
Вот так вот Лада перебегает дорогу. Сейчас мы будем не заселяться, мы уже поставили туда свои вещи, но вообще-то заселение здесь аж с 4 часов вечера, представьте. Обычно в отелях с 2, а здесь с 4 почему-то. Ну, слава богу, нам хоть разрешили вещи оставить. В этом отеле есть кухня, и в ней, в принципе, можно что-то приготовить. Чай, и кто-то что-то заряжает. Ага. Ну, сейчас не будем тогда, раз там есть люди. Все. Давай, открывай. Та-дам! Да, мы уже успели здесь разбросать свои чемоданчики. Вот. 2 кроватки отдельно стоящих. Небольшой номер, совсем небольшой. Есть стол для работы, шкаф, телевизор. Там даже обогреватель стоит. Это я уже куртку свою кинул. Шкафчики. Ну и вид у нас. Знаете, куда у нас вид? Во двор. Такой милый вид во двор. А это как раз и есть тот музей, в котором хранятся ценности Второй мировой разных войн. Антиквариат. А здесь терраса. Видишь, летняя терраса наверху, но сейчас она не используется. Еще не сезон. Мы санузел еще не видели сами. Давайте заглянем. Ух ты! Вот это бонзай! Ничего себе, какой огромный! Он просто здоровый. Душевая кабина такая, можно в ней плясать просто. Будем вдвоем скакать. Смотри, 2 душа. Один тебе, один мне. О, это хорошо. Пенная вечеринка. И это. Фен есть? Влада Вот забыла так в этот вот. раз фен, а тут есть. Ну это все, это счастье. Королевский. Королевский санузел, королевская жизнь. А это что такое вообще? Там закрыто. Ну и ладно. Так, мы не сказали самого главного, сколько стоит этот номер. А стоит он 62 евро в сутки. Это самая дешевая цена, кстати, друзья. Почему? Мы снимаем самые дешевые отели и квартиры. 62 евро. Мы хотели найти на Airbnb, но Airbnb здесь Да, никто квартир не не сдает квартиру. сдает. Почему-то очень странно. Ну что ж, одну ночь можно и за 62 евро. Куда деваться? Hallo, hallo Willi. Mein Name ist Vitali. Ich bin Ihre Gast. Ja, das ist schön. Willst du mit rüberkommen? Ja, ich möchte für Sie kommen. Начался новый день. Сегодня день какой-то пасмурный слегка, но мы уже будем ехать домой. Мы вам еще не показали кухню здесь, в нашем отеле. Вот она такая простая совершенно. Но здесь все есть для того, чтобы попить чай, приготовить еду на плите. Можно тосты сделать, можно разогреть еду в микроволновке. Кофемашина есть, посуда есть. Вот я чай свой принес. Кто-то здесь макароны готовил, стоит кастрюля недомытая. Тут еще люди живут тоже. Столик вот такой стоит, за которым можно пообедать. Ну и отлично. А холодильник еще, да, видите? Холодильник, тут можно что-то хранить. Ну, мы на один день всего, точнее, на одну ночь приехали сюда, поэтому нам только чайку сейчас согреть. И все. Отправляемся уже домой в Баден-Вюртемберг. Ну что ж, друзья, пришел последний день нашего путешествия. Здесь, в городе Бурге, мы уже отправляемся домой. Уже утро, мы заночевали в гостинице. Сейчас холодно на улице стало, почему-то резко. Но нам уже уезжать не страшно. И мы хотим вам напоследок рассказать про наш
вчерашний вечер, который мы провели вместе с хозяином отеля. Да, мы пили шнапс. Это очень вкусный напиток, который они делают сами. Нас пригласили в гости, приняли как самых дорогих знакомых, друзей. Это было удивительно. Хозяин пригласил поляка, своего друга, и мы все вместе пошли к сыну рядом в частный дом, где был костер, где мы пили шнапс, который делает сын. Нас угощали. Пиво пили местное, тоже очень вкусное. В общем, самое главное, что нам удалось выяснить много нюансов жизни здесь. Ну, во-первых, мы узнали про город кое-что. Вот это вот монументальное здание времен промышленной революции, оно раньше было фирмой всем известной фабрики по пошиву обуви Salamander. Все слышали наверняка это название. Эта марка существует и до сих пор, но фабрик в Германии и в Европе уже больше нету. Они были перенесены в Китай и в Азию туда. Там дешевле, наверное, рабочий труд. А в этом здании сейчас Berufsschule, то есть по-нашему это профтехучилище. Вот такой городок. И нам подтвердили то, что в этом городе жилье гораздо дешевле, чем в остальной Германии. Здесь можно в половину дешевле снять хорошую квартиру. Подтвердили это тем, что там был друг хозяина отеля, поляк. И он сказал, что он арендует квартиру здесь в общей сумме, да, вместе с коммунальными, около 500 евро получается у него. Ну, да? 350 сама квартира стоит 60 метров. Угу. И плюс Небенкостен, это где-то у него 150. Где-то 500 евро он платит за большую двухкомнатную квартиру. И вот еще мы познакомились в отеле здесь сегодня утром буквально. Постоялец отеля живет здесь неделю. Я спросил у него, зачем он сюда приехал, почему он находится в отеле, что он делает тут. Он сказал, что он ищет жилье в этом городе. То есть люди приезжают сюда в поисках дешевого жилья. Немножко поговорили про города ближайшие. Он сказал, лучше, чем вот такие небольшие городки, нету. Говорит, вот эти все большие города, как Штутгарт, Магдебург, Мюнхен или Франкфурт, он говорит, их лучше не рассматривать для жизни. В них все дорого, все сложно, везде далеко. А вот такие городки лучше всего, говорит. Поэтому, если хочешь нормально жить, то ищи жилье себе вот в таком городке, в каком-нибудь небольшом, около 20-25 тысяч населения. И польский друг переводил нас. Русский тоже он не очень хорошо понимает. Нам приходилось с ним говорить на украинском. То есть мы говорили на украинском, он переводил немцу на немецкий. Немец отвечал, поляк переводил нам, говорил нам по-польски, мы его понимали. Ну и они сказали, что работы здесь полно в этом регионе, особенно если у тебя руки растут из нужного места. И если есть права, например, на грузовой автомобиль, это тоже хорошо. В общем, все упирается в язык. Сказали, что ты можешь даже открыть ГВРБ по хаусмастер, допустим, ты можешь брать там какие-то работы, которые ты можешь делать руками, но ты обязательно должен знать хорошо язык, иначе ты не сможешь брать ни заказы, ни говорить, то есть ты не сможешь работать. Язык, язык, язык. Напоследок посмотрим красивые улочки возле церкви, и уже мы шуруем на вокзал. Нам целый день ехать еще к себе домой в Баден-Вюртемберг. Да, 10 часов, неизвестно, как мы доедем. Первое впечатление, немножко как бы такое печальное. Какие-то здания, такие много все заброшек, заброшек много, как бы все такое не очень, там, допустим, как в Западной Германии красивое. Но когда мы поговорили с немцами, с местными пообщались. С местными. Там еще было 2 человека, которые рассказывали нам про работу. Это совершенно все поменяло картину. И, в общем-то, мы узнали, чем люди здесь живут. И вообще такие тонкости, которые можно узнать только поговорив с местными людьми. Да, в Италии нам это общение было недоступно, поэтому мы про Италию так, скорее поверхностно судим. А здесь уже вот как бы изнутри. Они нам много рассказывали. Целый вечер мы общались. Они распалили костер во дворе у сына. Нас пригласили к сыну. Сын там распалил большой костер.
Вот, было тепло, и так было настолько душевно, просто мы поразились, что это немцы. Как бы немцы всегда закрыты, мы привыкли, что они там живут своей жизнью, как бы особенно с какими-то ауслендерами, как мы, совершенно не общаются. Тут совершенно другие люди, наверное, да? Ну да. Другие немцы. Мне кажется, они отличаются менталитетом. Они сами об этом говорят, что они не такие, как западные немцы. Друзья, смотрите, я в этом городе нашел Первый раз. зебраштрайхен первый раз. Да. Редкость в Саксонии это. Да, в Магдебурге тоже их Зебры. нет. В общем, все здесь хорошо, на самом деле. Люди счастливы, это самое главное. Ну и мы прощаемся с этим городом. Вот можете видеть нас в отражении этого окна с Ладой. Прощаемся с этим городом и прощаемся с вами. Всем счастья, мира и до новых встреч в следующих видео.